Всем привет! Это Антон Дошамото, АМК Сервис. И сегодня мы будем собирать двигатель на Fire 2015 года. Мне пришли колечки оригинал, мне пришли все прокладочки, маслосъемные колпачки, и я немножко занялся мойкой поршней. Сейчас я покажу, я сделал фоточку отмытого одного поршня и грязного остальных, и фоточку уже потом остальных чистых поршней. Вот так они у нас выглядят теперь. Если посмотреть, у меня все поршни подписаны. Подписаны они и снизу. Соответственно, что мы можем видеть? На поршне первого цилиндра мы видим со стороны выпуска, где стояла лужа воды, там есть окислы. На втором поршне нету, на четвертом нету, а на третьем я отмыл окислы. Они отмылись, но есть вот такое повреждение вот этого покрытия, которое сверху здесь было. То есть вот здесь вот это покрытие съело. То есть здесь это были начальные такие вот движения по окислению, а здесь уже просто протравило, соответственно, вот такие вот дела. Также снял весь комплект колец, то есть как бы, ну, он выглядит примерно вот так вот. Эти кольца у нас уже не будут устанавливаться. А вот, соответственно, абсолютно новые оригинальные колечки, которые мы сюда поставим. Смотрим на блок. У нас есть вот эти вот отложения. Это у нас остатки от прокладки. Это мы сейчас все почистим. Почистим это, соответственно, на прилегающей плоскости внизу на двигателе, на картере. И почистим это все дело на блоке на самом. И после этого уже будем делать сборку. Все это аккуратненько укрываем ветошью, чтобы у нас это ничего не попадало. И аккуратненько здесь в эту сторону, потом переворачиваем мотор и вот с внутренней стороны наружу, соответственно, очищаем блок, чтобы у нас эти шелушки не падали вовнутрь вот туда. Итак, я уже помыл поршня, подготовил все с колечками. Вот, полностью очистил блок, здесь плоскость верхнюю, которая привалочная к голове, нижнюю плоскость очистил, которая у нас идет к цилиндрам. Вот она тоже все чистенькая. И теперь у нас встает вопрос, как нам собирать мотор. Потому что по мануалу цилиндры устанавливаются на мотоцикл. Здесь у нас торчат шпильки, прикручиваем вот этими двумя болтиками. Вот. И получается цилиндры стоят. Но поршни с шатунами заводятся вот отсюда, как на автомобилях, через вот такую оправку. То есть взяли, поставили, завели, чик, все. Но так как у нас низ мотора не разобран, до коленвала доступа у нас нет, я буду применять метод, которому меня научили грубо говоря, на заводе КТМ. Когда я проходил практику на заводе КТМ в Австрии в 2011 году, нам подсказали, что можно устанавливать цилиндры, предварительно установив в них поршень. И, грубо говоря, у нас же пальцы плавающие, то есть у нас стопорное кольцо стоит и палец плавающий. То есть мы палец можем вытащить, вставить без проблем. То есть что я предлагаю? Я сейчас соберу кольца, как положено, на 120 градусов разведу все замки, то есть все это вот как по мануалу, я вот все вот это здесь приложу. Я поршня установлю. Просажу их до того момента, чтобы у них отверстия под поршневой палец вышли вот здесь снизу цилиндра, чтобы я мог пальцы перемещать. То есть юбка у нас еще не будет вышедшая, кольца у нас тоже еще не выйдут. Соответственно, примерно как это будет выглядеть. Ну вот возьму любой поршень и покажу. То есть примерно вот так это будет выглядеть. То есть у нас вот здесь стоит поршень. И мы, соответственно, берем и вставляем вот так вот палец. То есть подводим шатуны сначала, второй, третий цилиндр вверх, устанавливаем их. Потом потихоньку проворачиваем мотор и выводим вот эти шатуны на первый, четвертый цилиндр. И также вставляем. Пальцы я заранее вытащил так, чтобы на втором и на третьем цилиндре пальцы вставлялись с левой и с правой стороны. То есть, чтобы было удобно, пальцы раз, с одной стороны с легкого доступа и с другой стороны с легкого доступа. Потом также на первом и на четвертом, соответственно, на край двигателя выставил. То есть с первого отсюда, на четвертом отсюда будем вставлять палец.
И вот таким образом, то есть кольца у нас уже будут установлены, нам не нужно будет попадать, не нужно будет ничего центровать, нам нужно будет просто вставить шатун и установить палец. Затем установить стопорное кольцо, которое достаточно будет легко установить. И далее, в принципе, мы просто осаживаем уже вместе с поршнями весь блок цилиндров на прокладку, которая будет уже заранее установлена на картере двигателя. То есть примерно вот такие вот дела. Сейчас я соберу поршня, инсталлирую их внутрь и потом покажу примерно, как это будет выглядеть у нас установка. Итак, поршня я установил, сориентировал, у нас точка идет на впуск. Ну, либо можете смотреть большие клапана на впуске, маленькие на выпуске, тут кому как удобно. И вот так вот я сразу сориентировал пальцы. То есть у нас пальцы стоят прям вдоль цилиндра. И когда нам нужно будет, когда у нас будет шатун прямо напротив пальца, мы сделаем чпык, вот так, у нас он зайдет. То есть, соответственно, сейчас мы мотор ориентируем шатунами 2 и 3 цилиндра в верхнюю мертвую точку. И после этого заводим их в поршня, вставляем поршневые пальцы и потом уже, соответственно, закрываем все это дело стопорным колечком. Потом, соответственно, проворачиваем мотор аккуратненько, чтобы у нас не выскочили поршня. Подсаживаем цилиндр, просаживаем поршня, соответственно, вставляем пальцы 1 и 4 цилиндра, подводим шатуны, заводим и, соответственно, устанавливаем все так же. Пальцы, стопорные кольца. И усаживаем до конца цилиндр на прокладку, которая установлена уже на блок. Итак, мы спозиционировали все, завели башмаки в блок цилиндров и, соответственно, установили прокладочку, закрепили ее на направляшечках. Сейчас мы выравниваем шатун вот таким образом и заводим туда палец. Потом, соответственно, аккуратненько подсаживаем поршня 1 и 4 цилиндра, вставляем пальцы вот отсюда, подсаживаем цилиндр, выводя одновременно, соответственно, 1 и 4 шатун вот сюда в поршень. И, соответственно, с этой стороны нам очень легко это сделать. Со стороны 1 цилиндра нам нужно будет отодвинуть цепь, раздвинуть башмаки и вот так вот, соответственно, вставить палец. Это чуть будет посложнее, но достаточно все возможно сделать. Все это не так сложно. Вот так выглядит установка на 4 цилиндре. Вот у нас, смотрите, 1 уже стоит. А на 4 цилиндре пальчик у нас вот как раз в плотничок возле прокладки. То есть вот такой зазорчик у нас имеется. Так как на 1 цилиндре выставлять легче, выставляем сначала там, выставляем нужный зазор, потому что у нас все тут достаточно плотненько. То есть юбки поршней чуть-чуть у нас торчат из цилиндра, кольца у нас стоят все на месте, они не вышли из цилиндра. И подводим шатунчик и аккуратненько вставляем палец. Палец вставляется без усилий, без всяких стуков. Просто обычно пальцем толкаешь, и он залезает. Если не залезает, значит чуть-чуть шевелите коленвал, потому что значит у вас не соосно. Вот такие вот дела. Попутно я еще открыл поддон. И сделал это не зря, так как у нас в маслоприемнике тоже мы видим ржавчина. И вот эти вот следы ржавчины, вот они у нас, тоже есть в поддоне внизу. Поэтому поддон открыл не зря. Решил проверить сетку маслоприемника и, соответственно, убрать все вот эти вот, так скажем, отложения. Потому что у нас здесь есть отложения какие-то. Потому что я видел, что по блоку и по поршням вниз протекла вода. И я понял, что внизу будет тоже что-то в масле. Так как масло уже менялось, вот осталось только вот эти вот потеки, то, что не отмывается. Сейчас я это все отмою и поставлю, прочищу, соответственно, наш маслоприемник, потому что он тоже забитый там, чтобы у нас моторчик потом работал хорошо. После того, как мы установили все стопорные кольца, мы берем, подтягиваем вот эти вот 2 болтика от руки. Проверяем, что у нас все крутится, все вращается, ничего нигде не заклинивает, что у нас все в порядке. Далее, соответственно, идет установка головы. То есть ложим прокладку и уже усаживаем на шпильки голову.
Но перед этим с головой мне еще нужно будет поработать. Соответственно, я хочу почистить окислы с клапанов, проверить, соответственно, седла, фаски, если там повреждения, если нужно, то, соответственно, немножко притереть клапана и поменять маслосъемные колпачки. Сейчас я этим займусь, в процессе работы буду частично показывать, потому что эта работа достаточно долгая и займет очень много видео. На примере одного из клапанов быстренько можно показать, и далее все будет понятно уже по факту. Все, продолжаем. К вопросу, для чего я снимал поддон и очищал маслоприемник. Вот это все было в масляном приемнике. Это все я вот вымывал вчера. То есть вот эти все ошметочки, все было там. Здесь даже где-то была такая вот железная частичка большая. Вот они такие, как иголочки. Вот они блестят. Так что мусор был, почистить надо было. И не зря я туда полез. Я не пожалел. Вот тоже частички валяются, такие длинные. Вот они. Ну, это от переработки, это всего. Ну, то есть, как бы такие дела. А теперь будем заниматься головой. Сейчас подпишем стаканы и будем потихонечку разбирать. Я буду делать по одному цилиндру потихонечку, не спеша. Потому что вот это все нам надо помыть, убрать. Итак, голова разобрана. Теперь мы можем увидеть, что у нас на седлах есть окислы, ржавчина немножко. Есть даже немножко вот там ржавчины у нас на направляшках. Мы можем видеть, что у нас вот эти вот сильно лили маслосъемные колпачки. Прям видно, что тут по направляшкам текло. Здесь тоже. Так что все маслосъемные колпачки у нас на выпуске подливали. А на впуске у нас кое-где нужно поправить седлышки чуть-чуть. Поубирать этот мусор. То есть, грубо говоря, у нас там вот такой вот клапан стоял. То есть вот это все надо почистить. А вот клапан с первого. То есть видно, что тут следы ржавчины. На седле видно и на кромке, что есть следы ржавчины. Сейчас мы все это будем чистить. Потом, соответственно, попробуем после очистки сделать притирочку на безабразивной пасте, чтобы у нас сильно зазоры не ушли, но чтобы у нас четко проявилась фаска, которая будет работать. И полностью все вот это дело отмоем. Итак, вот наша чистая голова. Вот наши почищенные клапаночки. И смотрим. Здесь у нас на фасочках. Здесь у нас на фасочках только небольшие отложения. Кое-где фасочки вообще абсолютно чистые. Впуск мы будем просто проявочной пастой притирать. А вот на выпуске, если посмотреть, мы вот видим прям пятнышко. Вот у нас есть пятна. А кое-где местами есть даже раковинки. Вот мы видим, что я уже все прочистил, да? А вот налет ржавчинки у нас видно. Вот эти клапана придется притирать притирочной пастой, потому что, грубо говоря, на них немножко везде есть раковинки, точечки. Ну, к 4-му цилиндру это, конечно, в меньшей степени относится. Тут как бы фасочка уже получше. Но все равно, опять же, вот мы видим, влага сделала свое плохое дело. На седлах у нас уже почище все. Седла просто, грубо говоря, притрутся. Потому что они без раковин. Вот пара раковинок у нас, соответственно, вот эта раковинка и вот эта раковинка. Это у нас окислы, соответственно, от воды в цилиндр, ну, грубо говоря, из-за того, что попадала вода в цилиндр. А тут у нас все фасочки более или менее целые. Нигде нету глубоких раковин или чего-то, просто есть небольшой налетец, он сотрется. Поэтому притираем клапана, потом меняем маслосъемные колпачки и засухариваем обратно.
Не забываем, что у нас разный диаметр клапана. И получается на впуске у нас маслосъемные колпачки с большим отверстием, потому что у нас клапана там толще. А на выпуске у нас, соответственно, маслосъемные колпачки с тонким отверстием, потому что клапана здесь тоньше. Внимательно смотрите, когда будете устанавливать, не перепутайте. Итак, все клапана я уже притер. Их пришлось именно притирать, потому что безабразивная паста не смогла снять этот налет. Вот, грубо говоря, получается у нас здесь вот четкая фасочка на клапане мы видим. И четкая фаска на седле. Вот она на впуске она более матовая. На выпуске она наоборот, вот мы ее видим, она блестит. И так на каждом клапане. То есть обновил фасочки. На клапанах тоже все теперь чистенько. Нету никаких пятнышек. Я вот приведу пару фоточек. Здесь вот пятнышки были, пятнышек нету. Потому что фокусироваться в видео очень сложно. Постоянная фокусировка промахивается мимо фаски. Я приведу фотографии. Вот у нас были пятнышки на выпуске, потом пятнышки стерлись. Вот, так что все клапана протер, все клапана очищены. Все готово к установке. Теперь что мы делаем? Я уже голову от пасты помыл полностью, обезжирил. Теперь наша задача взять, установить клапана, демонтировать старые маслосъемные колпачки и установить новые. Перед установкой маслосъемного колпачка стержень клапана смазывается маслицем, потому что между клапаном и направляшкой должно быть чуть-чуть маслица под маслосъемным колпачком на момент установки, чтобы все это у нас работало легко и нормально запустилось. После этого мы, в принципе, можем уже устанавливать голову, обтягивать ее, усаживать по моменту на новую прокладку и далее уже будем регулировать клапана. Вот я демонтировал колпачки, и мы можем видеть, что в колпачке внутри, вот там вот на как раз таки рабочей поверхности есть ржавчина. Вот берем еще один колпачок. Тоже внутри видим ржавчину. Вот она. В следующем колпачке. Вот это и есть та причина, по которой мы меняли вот эти все колпачки. Потому что так-то они вроде бы в принципе неплохие. Но на тех цилиндрах, которые у нас были со впуска, как раз таки повреждены немножко окислами. Получается, на тех цилиндрах немножко накаталось, получается, вот этого ржавого налета на сам колпачок. И получается, этот колпачок уже пропускал просто напрямую. Сейчас у нас клапана все очищены. Сейчас мы изготавливаем направляющую для усадки маслосъемного колпачка. Как мы ее изготавливаем? Мы берем термоусадочную трубку, одеваем ее на клапан, греем. Она сужается в диаметре и, соответственно, становится, грубо говоря, конусной. И как направляшка у нас будет работать для усадки нового маслосъемного колпачка. Так как у нас диаметр разный, нам надо 2 направляющих для клапанов. Итак, вот наши новые маслосъемные колпачки. Это у нас с маленьким диаметром, это у нас выпуск. С большим диаметром это у нас впуск. То есть у нас они различаются. Я уже помазал, соответственно, стержень клапанов, которые контачат с направляющими. И сейчас буду переставлять вот это вот приспособление, которое я изготовил на каждый клапан, чтобы устанавливать аккуратненько маслосъемный колпачок. То есть берем, так аккуратненько его направляем. Можно взять головочку по диаметру. Это, скорее всего, будет головочка на 8. И аккуратненько усаживать ее туда, вниз, на посадочное место. Итак, колпачки установил, все засухарил. Теперь голова у нас выглядит вот так. Все клапаночки чистые, все у нас плоскости чистые. Теперь сейчас обезжирю. Здесь обезжирю на блоке. Поставлю прокладочку и одену голову, буду ее затягивать.
Тут у нас тоже все помыто. Итак, болты я все прикрутил. Соответственно, установил вот этот промежуточный маленький натяжитель. Тут тоже болт затянул. И, в принципе, мотор готов к установке распредвалов. Сейчас я засыплю стаканчики вместе с шайбочками. Мы капаем маслице на стержень клапана и, соответственно, и на постель распредвала. То есть по капельке масла на стержень клапана уложили шайбочку, поставили, соответственно, все стаканчики, которые тоже смазываем маслом. И после этого закидываем распредвалы и потихоньку притягиваем. Все моменты затяжки я сейчас приведу в мануале. Также для того, чтобы правильно, грамотно затянуть здесь у нас на этом мотоцикле, нужно, чтобы у вас был вот такой вот обычный угломер. Самый обычный стандартный угломер. Им абсолютно легко и просто работать здесь. Поэтому не выдумывайте, покупайте угломер простой, там не надо и какой суперэлектронный. Тут все четко, ясно и понятно, и с ним достаточно просто все это сделать. Засыпаем валы, выставляем метки и вперед проверять зазоры клапанов. Итак, вот наша меточка одна, вторая вдоль блока, третья вдоль блока. Вот они, наши меточки. Рисуем вот такую табличку и заполняем зазорами, проверяя их. В итоге, после всех замеров, мы имеем вот такую картину. У нас здесь допуск 16 плюс-минус 0,3, то есть от 13 до 19. Здесь у нас все в серединке, здесь вот первый цилиндр даже чуть выше. А на выпуске у нас от 30 плюс-минус 3. То есть 27-33. Везде 28 летает очень легко, то есть как бы без заедания, без прикусывания. То есть 28 даже ближе к 29. То есть 30-ка туда залазит, но ее прикусывает. Поэтому, в принципе, все в зазорах, все в норме. У нас, учитывая то, что я использовал самую мелкую по абразивности пасту, мы просто чуть-чуть поправили фасочку, и у нас зазоры даже не поуходили. То есть меточки ГРМ у нас все по месту. Теперь мы можем закрыть пробку натяжителя и, в принципе, продолжить сборку мотора. По большому счету у нас все готово. Надо закрывать клапанную крышку и все. Моторчик поднакидал в кучу. Сейчас хочу проверить наличие утечек. Вот сейчас у нас стоит утечка на нуле. Все накачано 2 атмосферки. Подключаем быстросъем. Просто втыкай. Ага. Вот. И видим, что утечка у нас в районе 6%. Отключи, подключи. Сейчас у нас. Да, даже в районе 5%, потому что она почти сейчас не на нуле стоит ровно. Отключи. Да, он чуть-чуть не хватает до нуля. То есть в районе 5% утечка. В итоге я проверил утечки в других цилиндрах, и там оказалась аналогичная ситуация. Везде мы уложились до 10%. Поэтому я считаю, что моторчик будет бегать, работать, жить. После вот такой, как скажем, нехарактерной поломки, да, из-за того, что попала влага, немножко, соответственно, выхватили кольца, там на клапанах чуть-чуть было все это, как бы окислы все эти были убраны, и в принципе все собралось как вообще на новом моторе, потому что там остальное все просто в идеальном состоянии. То есть действительно у мотора минимальный пробег, там все выглядит как на новом абсолютно моторе. Поэтому да, это получилось недешево, потому что только комплект прокладок вышел 20 тысяч, комплект колец вышел 16 тысяч. И, соответственно, еще сюда масло, антифриз и работа, да, как бы в кругленькую сумму вылетает все это дело. Но, опять же, соответственно, учитывая то, что это получился, опять же, практически новый мотор, я считаю, что это не такие уж и большие деньги, чем, грубо говоря, надо было покупать другой мотор. Если ты видишь масложор, там, грубо говоря, что у тебя за 15-20 минут вылетает в трубу литр масла, ну, конечно, это очень печально. Поэтому, если вы что-то не увидели в видео, посмотрите мануал, я его прикреплю, ссылочку на Яндекс.Диск. Посмотрите в мануале, если вдруг какие-то вам нужны технические данные. А так, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и пока!